Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о финиках и финиковой пальме. Этот маленький коричневый плод – настоящее чудо природы. Немного воды и горсть фиников может помочь выжить в течение нескольких дней в дикой пустыне. Недаром эти ягоды так и называют – хлеб пустыни. Мы еще относительно мало знаем об этом продукте. Слово «финик» происходит от греческого слова «дактилос», что означает «палец». Этот восточный суперпродукт должен быть золотисто-желтым, мягким и сладким, как сахар. И по вкусу финик похож на мед. Эта ягода используется в качестве заменителя сахара в виде финикового сахара или как сироп. Финики сейчас популярны во всем мире. Их часто используют как натуральный подсластитель в смузи, соках, питательных батончиках и выпечке, например, пирожных и кексах. Научное название финиковой пальмы – Phoenix dactylifera. Это вид цветковых растений семейства пальмовых Арекейсия. Она культивируется из-за своих съедобных сладких плодов. Финиковая пальма – одно из древнейших деревьев в мире. Древние записи показывают, что финиковая пальма существует не менее 50 миллионов лет. Ее возделывали в V веке до нашей эры в Египте и Месопотамии. Финиковые пальмы можно найти только в оазисах, где есть достаточно воды, чтобы они могли расти в пустыне, подвергаясь невыносимой жаре и песчаным бурям. И хотя финиковые пальмы приспособлены к жаркому и сухому климату, они потребляют больше воды по сравнению с другими растениями, устойчивыми к пустыне. Для производства 1 килограмма фиников требуется 2 кубометра воды. Одним из научных решений для поддержания достаточной влажности этого растения является рытье ям вокруг дерева, чтобы корни поглощали достаточное количество воды. Самые крупные, сладкие и вкусные финики созревают в климатической зоне Аравийского полуострова. Лучшими в мире считаются финики из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Рекордсменами по их производству являются Египет, Иран, Алжир и Тунис, где финиковые пальмы растут исторически в оптимальном для них жарком климате. Растут финики также на Канарских островах, в Южной Африке, Индии и Калифорнии. Финиковая пальма является национальным символом Израиля и Саудовской Аравии, олицетворяющим жизненную силу и рост. Финиковые деревья обычно достигают высоту около 21-23 метров. Они растут поодиночке или образуют заросли с несколькими стеблями из единой корневой системы. Основание ствола дерева окружают старые опавшие листья. Ствол дерева заканчивается кроной из листьев. Длина каждого листа около 5 метров. Лист финиковой пальмы имеет прочную среднюю жилку с узкими перистыми листочками по обе стороны от средней жилки. Цветочные пучки находятся между деревом и основанием листа. Они длинные и свисают с верхушки пальмы. Финиковая пальма – растение двудомное. Мужские и женские соцветия располагаются на разных деревьях. Опыляются финиковые пальмы ветром. При закладке товарных плантаций на каждые несколько десятков женских деревьев обязательно сажают мужское дерево для перекрестного опыления. Женское дерево производит плоды. Мужское дерево производит достаточно пыльцы, чтобы опылить 40-50 деревьев. Цветут финиковые пальмы с февраля по ноябрь в зависимости от сорта и региона. Определить пол растений можно только во время цветения. Мужские деревья финиковой пальмы цветут крупными кустистыми соцветиями, состоящими из мелких трехлепестковых цветков с многочисленными тычинками. Мужские цветки одиночные, белые и восковые. Для лучшего опыления распустившиеся мужские соцветия часто срезают и подвешивают в кронах цветущих женских деревьев. На женских деревьях финиковой пальмы соцветия также располагаются крупными кистями, но выглядят они немного иначе. Женский цветок финика похож на маленький шарик без лепестков. В случае успешного опыления из каждого такого цветка шарика вырастет плод – финик. У финиковых пальм период плодоношения наступает рано. Первые плоды на женских деревьях появляются уже в 4-летнем возрасте. Молодые пальмы к этому времени еще не успевают вырастить высокий ствол, и грозди фиников часто оказываются лежащими на земле. На некоторых плантациях такие кисти плодов подвязывают к опорам, чтобы избежать контакта с почвой, но делается это не всегда и не везде.
Именно поэтому приобретенные на базаре или в магазине финики настоятельно рекомендуется мыть перед употреблением, особенно в странах с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Плод финика представляет собой костянку и имеет только одно семя. Часть окружающее семя мягкое, мясистое и съедобное. Плоды имеют цвет от ярко-красного до ярко-желтого, в зависимости от сорта. Мусульмане считают финиковые пальмы и финики священными, и на протяжении всего периода религиозного поста Рамадана эти сухофрукты являются обычным ингредиентом в их рационе. Незрелые финики зеленые. По мере созревания они становятся красновато-коричневыми или темно-коричневыми. Плоды фиников обычно имеют продолговатую форму длиной от 3 до 7 см и диаметром около 2,5 см. Они могут различаться по форме, размеру, цвету, качеству и консистенции мягкости в зависимости от сорта. В одной грозди весом 8 кг и более появляется более 1000 фиников. В зависимости от содержания влаги их можно разделить на мягкие, полусухие и сухие финики. Сухие жевательные финики хранятся дольше, не портясь. Созревание фиников может занять около 7 месяцев после того, как они появятся на кисти дерева. Каждый плод проходит 4 основных этапа развития, которые включают кимри. Сливочно-белые плоды зеленеют, быстро увеличиваются в размерах, содержат до 85% влаги, горькие и терпкие, что объясняется большим количеством танинов. Халал. Ягода начала поспевать, приобретает желтый или красный цвет, твердая, горчит. Повышается количество сахаров, уменьшается терпкость. Некоторые сорта можно собирать на этой стадии. Рутаб. Плоды зреют 5-7 недель после халала. Их кончики темнеют, содержание влаги падает до 35%. Теряется вес, оболочка твердеет. Мякоть приобретает мягкость и сахаристость. Тамр. Наступает через 3 недели после рутаба. Время сбора урожая. Влажность плодов порядка 20%. Так как высота пальм достигает 20 метров и выше, собрать финики оказывается непростым делом. Созревшие финики начинают коричневеть. Они становятся слегка мягкими на ощупь. Как появляются эти признаки, наступает пора собирать спелые плоды. Спелые финики часто поедают птицы, поэтому их накрывают сеткой. По мере созревания финики также начинают сморщиваться. Они выглядят почти как большая изюминка. При проверке спелых фиников следует обратить внимание на эти морщины. Финики созревают в разное время. Чтобы максимизировать количество фиников, которые необходимо получить с дерева, необходимо проверять его хотя бы раз в неделю на наличие спелых фиников. Ветви с розово-оранжевыми плодами созреют примерно через неделю. Финики растут ближе к вершине дерева, под листьями. Многие местные жители забираются на пальму босиком, но для тех, кто к этому не привык, это может быть плохой идеей. Поэтому сборщику следует выбирать обувь, в которой можно хорошо держаться во время лазания. Лучший вариант – это электронный подъемник для деревьев, который позволяет подниматься и осматривать финики, не забираясь на дерево. Это также облегчает доступ к финикам, поскольку они свисают наружу от дерева. Чтобы обезопасить себя во время лазания, сборщикам приходится использовать веревочную страховку. Она предотвратит падение с дерева. В основном эти страховки аналогичны альпинистским обвязкам. Созревшие финики отрываются от стебля с очень небольшим сопротивлением. Срывать финики следует по одному, чтобы не повредить их, дернув сразу слишком много. Ближе к концу сезона все финики на ветке созревают. В этот момент проще всего срезать гроздь и собрать финики с земли.
Чтобы срезать гроздь, мачете подносят к основанию грозди возле дерева. Срезанную гроздь аккуратно опускают на землю. Недозрелые финики дозревают на солнце. Обычно в жаркий день желто-розовые финики раскладывают на брезенте. Они остаются там, пока не станут коричневыми и мягкими. Это значит, что они созрели. Каждый плод может содержать от 60 до 70% сахара, а также большое количество клетчатки в зависимости от сорта, что делает финики идеальными в качестве источника здоровой энергии. Финики являются концентрированным источником натуральных сахаров, поэтому люди с диабетом должны следить за уровнем сахара в крови и умеренно употреблять плоды. Финики также богаты железом, калием, витаминами группы В, медью и магнием. Плоды могут помочь в борьбе с анемией. Финиковая пальма насчитывает более 3000 разновидностей по всему миру. На Ближнем Востоке можно встретить множество лавок, торгующих финиками. Этот торговец из Саудовской Аравии показывает, какие сорта фиников у него есть, а также цены на них. What kind of date is this? This is Sugay. Sugay. Yes. And where is this from? They're from Al Qasim. Here. This is Mabroum. Mabroum. Yes. Also from Qasim? From Medina. From Medina. Yes. From Medina. Safawi. Safawi from Yes. Medina. This is Sukkari. Sukari. Sukkari from Al Qasim. Oh, I'm gonna hold one of these. I'm gonna eat one. Кроме сушеных фиников, лавочник показывает и свежие плоды. Есть у него также и много расфасованных плодов, и натуральный финиковый сироп. На перерабатывающей фабрике целые финики прежде всего моют, чтобы убрать пыль и мусор. Затем плоды проходят через вибрирующие металлические столы, оснащенные разбрызгивателями и щетками для очистки. Вибрация помогает отсортировать финики. Ягоды меньшего размера проходят через сито на производственной линии, а затем перерабатываются в пасту. Более крупные упаковываются и хранятся для экспорта. После того, как продукт сходит с производственной линии, его оставляют сушиться перед упаковкой, но он никогда не подвергается химической сушке. Срок годности продукции обычно составляет около 18 месяцев. Значение финиковой пальмы трудно переоценить. Недаром ежегодно на большом оазисе Эль-Лива в Эмирате Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, проходит фестиваль в ее честь. В оазисе сосредоточена большая часть посадок финиковой пальмы в Эмиратах. На фестиваль приезжает большое количество туристов из разных стран. В рамках фестиваля также проводятся ралли на внедорожниках и верблюжьи бега. Фестиваль также является прекрасной возможностью узнать об обычаях и традициях Эмиратов, а также открыть для себя местную промышленность и изделия ручной работы. Около 35 государственных и частных компаний устанавливают павильоны в выставочной зоне фестиваля Liva Dates Festival, продвигая современные модели достижения в сфере производства фиников. Победители фестиваля Liva Dates Festival получают денежное вознаграждение. Они становятся известными, а их финики становятся чрезвычайно востребованными на рынке. Помимо плодов, финиковая пальма дает сладкий сок. Сборщик срезает часть финиковой пальмы, а затем закрепляет там бамбуковую трубку для сбора сока. Сок стекает по трубке в глиняный горшок в течение ночи и собирается на следующее утро. Затем сок либо продается в сыром виде, либо из него готовят патоку. Для приготовления килограмма патоки нужно 5 литров сока. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!